Всем привет! Это мастер-класс от магазина Лентомания. Меня зовут Аня Сахно. Сегодня мы будем с вами вязать вот такую интерьерную ракушку с петелькой, для того, чтобы можно было ее повесить. Длина такой ракушки 36 сантиметров примерно, самая широкая часть около 18 сантиметров. Этот мастер-класс подойдет вам, если вы уже умеете вязать, знакомы с такими базовыми элементами, как столбик без накида или столбик с накидом, умеете делать прибавки и убавки. В этом случае мастер-класс вы легко освоите. Если вы же совсем новичок, то я не советую начинать вязание с такой интерьерной ракушки. Все-таки уровень сложности вязания такой ракушки я бы обозначила как средний, даже близкий к высокому. Для вязания такой корзинки-ракушки нам понадобится 2 мотка шнура. В моем случае шнур полиэфирный. Его ширина 5 мм, мотки около 80 метров. И у меня он вот такой плоский, немножко похож на шнурочек. Это полиэфирный шнур от пряжи Центр, называется Карамель. Цвет сиреневый. Также вам понадобится крючок. Я выбрала крючок 6 размера. Но если вы хотите прям супер плотную ракушку, которая очень хорошо держит форму, то можете выбрать даже 5-й крючок, 5 мм размер. И также я рекомендую пользоваться маркером, чтобы упростить себе задачу и не запутаться в рядочках. Полиэфирный шнур, инструменты и маркеры вы можете приобрести в моем интернет-магазине lentomania.ru. Ссылку я оставлю в описании внизу видео. И также там вы найдете промокод, который вы можете ввести и получить скидку на шнуры и пряжу, которую вы будете заказывать через сайт. Lentomania.ru доставляет посылки по России. Можно выбрать доставку почтой, либо с деком или Боксбери до квартиры или до пункта выдачи, как вам удобнее. Для начала сделаем скользящую петлю стандартную. Вкладываем крючок, вытягиваем нитку и провязываем 6 столбиков без накида. Делаем такую стандартную скользящую петлю. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Как только вы насчитаете 6 вот этих вот косичек сверху, это будет означать, что пора заканчивать обвязывание скользящей петли. Ищем хвостик и затягиваем наше кольцо. Теперь нам нужно соединить конец и начало ряда. Это можно сделать стандартным способом. Вкладываем крючок под обе стеночки первой петли и делаем соединительную петлю через последнюю петлю ряда. У нас получилось вот такое колечко. Затем мы делаем 3 воздушных петли для подъема и вяжем столбики с накидом. То есть я уже сделала накид, вкладываю крючок под обе стеночки первой петли, вытягиваю шнур и провязываю 2 петли и снова 2 петли вместе. Еще раз накид, вытягиваю шнур, провязала 2 петли и еще 2 петли вместе. И таким образом я провязываю каждую петлю и не делаю при этом прибавок. Нам важно, чтобы вот этот ряд превратил наш кружочек маленький в такой стаканчик как бы. Я выворачиваю этот стаканчик, чтобы он все-таки лицевой стороной смотрел на меня. И дошла до воздушных петель, с которых мы начинали вязание. Теперь нам нужно снова соединить первые и последние петли. Вкладываю крючок под обе стеночки воздушной петли. Вот так. И соединяю, протягиваю петельку через последнюю петлю. У меня получился вот такой вот колпачок. Вот такой из 6 столбиков без накида, из 6 столбиками с одним накидом. Мы переходим к вязанию витков. Сейчас покажу вам, что за витки. Вот он колпачок, который был связан, а витки относительно колпачка будут располагаться перпендикулярно. То есть сейчас мы с вами постепенно развернемся и начнем вязать витки вот так вот по спирали перпендикулярно поворотными рядами. То есть мы будем с вами постоянно переворачивать работу и вязать туда и обратно
столбиками без накида, но только за заднюю полупетлю. Я сейчас еще это озвучу. На ракушке видно, что мы будем постепенно увеличивать в рядах количество петелек и дойдем с вами до 11 столбиков без накида. Также будем определенным образом прикреплять эти ряды к уже существующим виткам, которые мы свяжем. И, в общем-то, принцип вязания таких витков, он не сложный, если его понять. Самое сложное, это, наверное, будет вот этот первый, самый маленький виток, потому что на нем не очень хорошо просматривается, еще не очень понятно принцип вязания работы, при этом все довольно мелко. Как только мы закончим с первым витком, я думаю, вы дальше легко очень поймете, что нужно делать, и с легкостью уже будете вязать без подсказок, не заглядывая ни в какие инструкции. Так, для начала нам нужно набрать 2 воздушные петли и провязать столбик без накида в первую воздушную петлю, которую мы с вами набрали, вот сюда. Это и будет наш первый ряд, самый-самый маленький рядочек нашего первого витка. Затем мы должны прикрепить этот первый ряд к нашему колпачку. Для этого я вкалываю крючок под обе стеночки петли первого столбика с накидом и делаю соединительную петлю. Вот так это выглядит. Делаю воздушную петлю, переворачиваю вязание. После того, как мы перевернули вязание, отодвиньте воздушную петлю вправо. У вас есть 2 косички, одна из которых соединительная петля с рядом, которую мы только что с вами провязали, другая это столбик без накида в предыдущем ряду. Вот в эту вот соединительную петлю, первую косичку, мы вкладываем крючок за заднюю полупетлю, то есть не за обе стеночки петли, а только за заднюю ее часть, за одну ниточку, так скажем. Вытягиваем шнур и провязываем столбик без накида. А за вторую косичку мы точно так же вкладываем крючок только за заднюю полупетлю, но провязываем ее соединительной. Вот так. Затем делаем воздушную петлю и снова переворачиваем вязание. Сейчас просто пока повторяйте, не пытайтесь вникнуть в принцип, он пока еще непонятен на данном этапе. Вот этот первый участок, самый сложный и маленький, вы его проще просто запомнить и провязать, а затем уже понять принцип вязания витков. Итак, у нас снова с вами получается 2 косички и воздушная петля, которую мы оттянули вправо, чтобы было хорошо видно 2 косички. Вот эту первую косичку мы снова вкладываем крючок только за заднюю полупетлю, и эту первую петлю я буду вязать соединительной. А вторую косичку я буду провязывать столбиком без накида. Еще один ряд провязан, мне его нужно соединить с колпачком. Для того, чтобы соединить, я ищу следующую свободную петлю от вязания столбиков с накидом. Вот она. Вкладываю крючок за обе стеночки и соединяю соединительной петелькой. Переворачиваю вязание. Я делаю снова воздушную петлю. Смотрите, у нас теперь есть в рядочке 3 косички. Первая, которая является соединительной петлей, столбик без накида и соединительная петля, которую мы вязали в начале ряда. Первую соединительную петлю я провязываю как столбик без накида. Вторую петлю как столбик без накида. А третью петлю провязываю снова соединительной. Вот так. Делаю воздушную петельку и переворачиваю вязание. У нас снова есть 3 косички. Первую косичку мы провязываем соединительной петелькой, остальные 2 столбиком без накида, вкладывая крючок за заднюю полупетлю. Соединяем наш ряд с колпачком, вкладываем крючок под обе стеночки петли и делаем соединительную петлю. Вяжем воздушную петельку, переворачиваем вязание. Теперь мы видим 4 косички в рядочке. Первые 3 косички будем провязывать столбиком без накида, последнюю снова соединительной. Три столбика без накида провязала. Провязываю последнюю петельку соединительной петлей, делаю воздушную петлю и переворачиваю вязание. У нас снова 4 косички. Первую провязываем соединительной петлей. Дальше вяжем 3 столбика без накида.
И присоединяем этот ряд не в следующую свободную петлю колпачка, а в ту петельку, которая уже у нас с вами участвовала в соединении рядов. Прям в ту же самую повторно вложите крючок и соедините ряд. Делаем воздушную петлю и переворачиваем вязание. Мы провязали первый, самый сложный, запутанный, можно так сказать, участок. Закончили на том, что у нас в рядочке 3 столбика без накида и 1 соединительная петля, которая есть в каждом рядочке. Вот, если вы перевернете вот так к себе вязание, то вы увидите, что это вот такой вот как раз первый виток, самое начало. Вот так он выглядит в готовой ракушке. Второй участок будет состоять из 4 столбиков без накида и соединительной петли. И сейчас я расскажу основные такие принципы, которые будут попадаться во всех остальных участках. То есть мы все витки разобьем на участки, чтобы вам было легче понять, в каком ряду сколько столбиков без накида вязать. Но принципы останутся одни и те же. Мы всегда будем вязать за заднюю полупетлю. И всегда будем переворачивать вязание, то есть вязать поворотными рядами. Тот край, который не соединяется с основной связанной частью нашей корзинки, всегда будет заканчиваться соединительной петлей плюс воздушная. И начинаться он тоже будет соединительной петлей после воздушной петельки. Это мы будем вязать так каждый абсолютно ряд без исключения. Затем мы будем провязывать какое-то количество столбиков без накида. Это количество будет зависеть от участка, который мы с вами вяжем. И затем мы эту пару рядов, которые связали, всегда будем присоединять к уже имеющейся связанной части соединительной петлей. Вот по этим простым принципам мы сейчас будем вязать все остальные витки, добавляя постепенно в каждый участок по еще 1 столбику без накида. Вот второй участок будет содержать в себе 4 столбика без накида. И таких пар во втором участке будет 5 пар рядочков. Удобно в витках считать именно пары рядов, потому что они такие объемные и там достаточно много нам придется их считать. Таким образом просто упростится ваш счет. Итак, мы начинаем вязание второго участка. Во втором участке у нас будет 4 столбика без накида с соединительной петлей. Поэтому нам снова нужно провязать вот эту вот петельку как столбик без накида, чтобы увеличить количество столбиков без накида с 3 до 4. Так, вот можете посчитать. 1, 2, 3, 4 уже столбика без накида. Дальше соединительная петля. Воздушная петля и переворот вязания. Дальше соединительная снова петля, так как мы начали вязать в обратную сторону, и 4 столбика без накида. Первую пару рядов второго участка мы связали. И я вам советую обязательно обозначить ее как-то маркером, для того, чтобы потом не пересчитывать бесконечно количество столбиков без накида, для того, чтобы отыскать начало участка. У вас это начало участка всегда отмечено будет маркером. Таких пар во втором участке 5. Мы с вами связали 1. И сейчас я небольшое еще отступление сделаю, чтобы объяснить вам, как мы будем соединять ряды. Сейчас у нас появится с вами система соединения рядов витка с уже связанной частью ракушки. Мы будем чередовать. Вот смотрите, в предыдущее отверстие мы прикрепляли 2 ряда. Сейчас в следующую петельку мы прикрепим 1 ряд. Потом в следующую, вот в эту петлю, снова прикрепим 2 ряда. В следующую петлю 1 ряд. И так далее. То есть вы всегда чередуете прикрепление 2 рядов в одно отверстие, 1 ряда в одно отверстие, 2 рядов в одно отверстие, 1 ряда. Я дальше подробнее еще покажу, если на данном этапе вы не совсем поняли. Сейчас мы соединяем в свободную петельку ряд соединительной петлей, делаем петлю воздушную и переворачиваем вязание. Как я уже говорила, весь второй участок будет состоять из 4 столбиков без накида и соединительной петли. То есть в данном случае нам не нужно будет провязывать вот эту соединительную петлю, нам не нужно добавлять количество столбиков без накида. Мы будем вязать 4 столбика туда-обратно, 10 раз получается в сумме. Поэтому соединительную петлю, весь второй участок сейчас мы пропускаем, не провязываем ее.
Здесь я имею в виду, что мы не провязываем в остальных рядах именно соединительные петли, которые прикрепляют виток к уже связанной части ракушки. Те соединительные петли, которые находятся около кромки, являются кромочными, мы провязываем всегда, абсолютно каждый ряд. Вяжем 4 столбика без накида и соединительную петельку. Проверяйте себя, пересчитывайте. Если боитесь, что провяжете что-то лишнее, запутаетесь, 4 галочки должны насчитать и плюс соединительная петля, которая не выглядит как галочка. Я делаю петлю для подъема, переворачиваю вязание, снова делаю соединительную петлю, чтобы у меня получился такой вот край стянутый. То есть вот эти соединительные петли мы вяжем не случайно. Благодаря вот этим соединительным петелькам виток получается такой пышный и закрученный внутрь, объемный. Итак, мне осталось связать снова 4 столбика без накида. И как только я их провяжу, получится, что у меня связана уже вторая пара второго участка. Так, снова подхожу к соединению ряда с колпачком. Предыдущий ряд мы соединяли в пустую новую петлю. Этот ряд тоже в пустую новую петлю, но к нему еще присоединится следующий ряд попозже. Делаем петлю для подъема, переворачиваем вязание, вяжем снова 4 столбика без накида, петли не добавляйте. 4 галочки связали, соединительная петля, воздушная петля, переворачиваем вязание, соединительная петля, 4 столбика без накида, и все это, как всегда, за заднюю полупетлю. 4 галочки связаны, нам снова нужно присоединить. Смотрим. Здесь в эту петлю предыдущую соединен один ряд. Значит, в эту петлю текущую нужно присоединить 2 ряда. Один уже присоединен. В то же самое отверстие вкладываем крючок и присоединяем еще один ряд. Делаем петлю для подъема, переворачиваем вязание. И снова вяжем 4 столбика без накида с соединительной петлей. Воздушную сделали петлю, перевернули вязание. И снова сделаем соединительную петлю и 4 столбика без накида. И сейчас я покажу, как мы просто считаем парочки рядов. Итак, мы начали вязать второй участок вот с этой пары. Связали одну пару, вторую пару, третью пару, четвертую пару, довязываем. И нам останется провязать 5-ю пару, и мы перейдем к вязанию 3-го участка. Так, смотрите, еще немножко с соединением рядов покажу. Итак, у нас здесь в предыдущее отверстие было соединено 2 ряда. Значит, в текущее, в новое отверстие мы присоединяем только 1 ряд. Я приступаю к вязанию последней пары второго участка. Раз, два, три, четыре, 5. 5-я, последняя пара второго участка провязана. Как я уже говорила, вот в это отверстие мы должны соединить всего 1 ряд, присоединить. Поэтому я вкладываю крючок в следующее отверстие. Сюда я должна буду присоединить 2 ряда. Делаю петлю для подъема и начинаю вязание 3-го участка. 3-й участок будет состоять уже из 5 столбиков без накида и соединительной петли. И сам участок будет состоять из 6 таких пар.
Для начала нам нужно прибавить петлю, как вы понимаете, потому что у нас перед этим был ряд из 4 столбиков без накида. Для того, чтобы добавить еще одну петлю, мы снова вкладываем крючок в соединительную, самую-самую такую вот крайнюю к воздушной петле петельку. Также точно за заднюю петлю провязываем столбик без накида. И дальше вяжем, как мы с вами обычно вяжем, до соединительной петельки. И вы должны насчитать в первом ряду третьего участка 5 галочек. Я насчитала. Мне осталось провязать соединительную петлю, дальше развернуться и провязать соединительную петлю и 5 столбиков без накида в обратном направлении. Провязала. Давайте посмотрим, как мы соединяем. Так, вот эту пару рядов мы соединяли одну в это отверстие, значит, вот в это отверстие соединяем 2 ряда. Один ряд у нас уже здесь прикреплен, добавляем к нему второй ряд соединительной петелькой и делаем петлю для подъема. Так, и не забываем, что мы с вами связали вот эту первую пару третьего участка, поэтому нам нужно ее отметить маркером, чтобы потом легко считать. Вот она, первая пара третьего участка готова. Напомню вам, их должно быть всего 6. У нас получается 5 галочек. Проверяйте себя иногда. Бывает такое, что не заметили, что-то лишнее провязали и получили неправильное количество петель. И мы снова прикрепляем ряд к уже связанной основе. Итак, предыдущие 2 ряда мы прикрепили вот сюда. Значит, нам нужно искать следующее отверстие. И здесь мы уже начинаем с вами прикреплять ряды к виткам. Не к колпачку, а к виткам. И сейчас я объясню, в какие отверстия мы прикрепляем ряды, когда дело касается витков. Между парочками есть вот такие вот отверстия, которые созданы были воздушными петельками. Вот мы должны прикреплять ряды следующих витков между парочками предыдущих рядов, вот в эти вот самые отверстия. Итак, я вкладываю крючок в первое вот такое отверстие между парочками. Делаю соединительную петлю и воздушную. В остальном мы будем делать все то же самое. И переворачиваем вязание. Вот дальше весь третий участок вяжется, я думаю, понятно как. Вы несколько раз будете провязывать одно и то же количество петелек. Затем соединительную, воздушную. Соединительная. 5 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5. Вот в это отверстие мы прикрепляли 2 ряда. Значит, в следующее отверстие будет 1 ряд. А в пустую петельку, которую мы еще не скрепляли, снова 2 ряда. Итак, 1 я уже прикрепила. И следующую парочку снова прикреплю сюда же. Так. Так, если вы посчитаете, то я связала уже 3 парочки в третьем участке. Мне осталось связать еще 3. Я закончила вязание третьего участка. Вот маркер. Первая пара, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. И я начинаю вязать 4-й участок. Весь 4-й участок будет состоять из 6 столбиков без накида и соединительной петли. И нам нужно будет провязать в 4-м участке уже 8 пар. Для начала нам нужно увеличить количество столбиков без накида, так как у нас сейчас их было 5, а должно быть 6. Для этого мы снова провязываем вот эту соединительную петлю, самую-самую
крайнюю, как столбик без накида. Дальше вяжем снова по рисунку и в конце ряда проверяем. Должно получиться 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 галочек получилось, плюс соединительная петля всегда, соединительная, воздушная, переворачиваем, соединительная и 6 столбиков без накида. Смотрим, куда нам нужно присоединить. Здесь 2 ряда, здесь 1, значит 2 ряда должно присоединено быть в это отверстие. Делаем соединительную петельку, воздушную петлю, и я прикрепляю маркер на первую парочку 4-го участка. И повторюсь еще раз, принципы вязания сохраняются все те же самые. 4-й участок состоит из 8 парочек. Петли не прибавляем. 8 пар, состоящих из 6 столбиков без накида плюс соединительная. Я довязала до конца 4-й участок. У меня связано 8 пар. Я перехожу к вязанию 5-го участка. В 5-м участке мы с вами, как обычно, будем добавлять 1 столбик без накида. И у нас с вами получится, что весь 5-й участок будет состоять из рядов, которые представляют собой 7 столбиков без накида плюс соединительная петля. И пар мы будем с вами вязать 9. На данном этапе, я думаю, что уже хорошо понятен смысл вязания ракушки. Даже сейчас вы можете увидеть, что у вас получилась маленькая такая ракушечка. Дальше мы никаких важных нюансов и даже неважных нюансов добавлять не будем. Мы будем вязать по этому же принципу, просто в зависимости от участка у нас будет добавляться количество петелек в витке, ширина будет увеличиваться, а присоединять рядочки мы будем по такому же принципу, соединяя 1 ряд, 2 ряда в одну петлю, 1 ряд, 2 ряда. Соединяя 2 пары в одно отверстие, 1 в одну. Затем снова 2 пары в одно отверстие, 1 в одну и так далее. Этот принцип будет также распространяться до конца вязания витков ракушки. Поэтому сейчас на экране у вас появится просто список с участками, и в этом списке вы увидите количество столбиков без накида, которые должно быть в каждом участке, и количество пар рядов в этом участке. И если вы будете следовать этому списку, то через какое-то время вы дойдете до конца вязания ракушки, и дальше я вам буду показывать, как вязать петельку, как закончить вязание ракушки, как сделать более четкими переходы между витками, как их, можно так сказать, придать им более контурные очертания и сделать витки более пышными. Закончить ракушку вы можете в любой абсолютно момент. Как только вы понимаете, что размер ракушки вас полностью устраивает, вы просто перестаете вязать витки и переходите к той части, где мы вяжем петельку и где мы будем с вами придавать ракушке более такой объемный вид. Таким образом, я провязала 8 полных участков и начала вязать 9-й участок, но провязала в нем всего 6,5 пар рядочков, и на этом решила, что хочу завершить вязание ракушки. Если вы хотите ракушку большего размера, то можете связать в 9-м участке 21 парочку, и, возможно, даже если вы будете по такому же принципу прибавлять. У меня получилась вот такая ракушка. Я связала 8 участков полностью, и в 9-м участке связала 6,5 пар. 6,5, потому что, видите, вот мне необходимо, чтобы у меня крючок остался сверху сейчас ракушечки. Поэтому я не вижу смысла вязать ряд обратно вниз и прикреплять его к основной части. Я останусь вот здесь и сейчас буду вязать петельку. Если вы хотите ракушку побольше размером, то вяжите весь 9-й участок до конца. В нем 21 пара рядов.
Вот, и можете также по этому же принципу придумать новые участки и высчитать там количество пар необходимых, чтобы связать большего размера ракушку. Для того, чтобы плавно увеличить вот здесь место для петельки, сделать его красивым, повторить форму ракушки, я буду вязать вот в этом направлении 5 столбиков без накида. Первый столбик без накида я буду провязывать вот в это место между двумя парами рядов. Вот сюда вкалываю крючок, провязываю один столбик без накида. Затем снова ищу расстояние между, такую петельку между парочками рядов. Вкалываю крючок туда и, пользуясь этим правилом, провязываю 4 столбика без накида. 4 столбика без накида провязала. У нас получается верх ракушки опять немножечко стянут кверху, повторяет форму ракушки. И теперь я снова вкалываю крючок между парочками рядов, но на этот раз делаю соединительную петлю, для того, чтобы сгладить место соединения этих рядов. Делаю петлю для подъема и переворачиваю вязание. Теперь вот эту петлю, из которой у меня связана воздушная, я, конечно, пропускаю. Вкалываю крючок в следующую петельку. Вяжу столбик без накида. И дальше продолжаю вязать столбики без накида до тех пор, пока не дойду до уголка нашей ракушки. Я дошла до уголка ракушки, еще вот в эту вот петельку тоже провяжу сейчас. Столбик без накида, вот так это выглядит. То есть всего я провязала 6 столбиков без накида, 6 галочек вот здесь можно насчитать. Дальше нам нужно будет вязать просто воздушные петли для петельки, и их я провяжу 7 штук. То есть вот здесь сейчас у нас будет такая петелька, для того, чтобы можно было куда-то повесить нашу ракушку. Теперь я разворачиваю снова вязание и провязываю эти петли в обратном направлении, точно так же столбиками без накида. Вот эту вот последнюю воздушную петлю, которую я набрала, я ее никак не обрабатываю, не провязываю, она служит петлей подъема. Затем вяжу просто столбики без накида. Вот так выглядит наша петелька. Теперь мы снова провяжем столбики без накида. Вот здесь мы соединяли предыдущий рядочек. Провяжем на этот раз на 2 столбика без накида больше. Для того, чтобы еще скруглить вот этот вот переход к нашей ракушке. К основной части ракушки. Так, вот я дошла до того места, где мы присоединяли первый ряд столбиков без накида. Провязываю его тоже столбиком без накида. И дополнительно вяжу еще 2 столбика без накида в край, в кромочную часть нашей ракушки. 2 столбика без накида провязала точно так же между парами рядов. И в третью петлю между парочками я вяжу опять соединительную. Снова вяжу столбик, воздушную петельку для подъема, переворачиваю вязание и вяжу в обратном направлении. Первую петлю пропускаю для того, чтобы сгладить еще переход от хлястика, так скажем, к основной части ракушки. И вяжу просто столбиками без накида. Я довязала до выступающей вот этой вот части. И здесь мне нужно связать будет 4 воздушных петли.
То есть мы сейчас будем с вами делать прям прорезь, ту самую, которую можно застегнуть на какую-то пуговку или продеть через дверную ручку, например. 4 воздушных петли мы связали, соответственно, пропускаем 4 столбика без накида, которые у нас внизу есть под нашими воздушными петельками. Вкалываем крючок в 5-ю петельку и снова вяжем столбик без накида. Таким образом мы сформировали такую вот прорезь. Последнюю петлю тоже не забывайте провязать столбиком без накида. Делаю петлю для подъема и переворачиваю снова вязание. В обратном направлении снова пропускаю петлю, из которой у меня выходит петля подъема. И вяжу столбики без накида в обратном направлении. Обязательно, конечно, провязываю цепочку из воздушных петель, которую мы сейчас с вами вязали. У нас получился вот такой хлястик. И продолжаю вязать столбиками без накида. Дальше это наш последний ряд, который мы формируем хлястик. Поэтому сейчас, как только мы достигнем кромочки ракушки, мы продолжим обвязывать этот край ракушки до тех пор, пока не дойдем до соединения витков. Сейчас объясню, что это означает. Вот переход от наших рядов к кромочной части самой ракушечки. Его я тоже провязываю просто столбиком без накида. Вот так выглядит это. Теперь я дальше продолжаю обвязывать край ракушки по тому же принципу, вкладывая крючок между парочками рядов. Я провязываю просто столбики без накида. Еще раз, вот парочки рядов, между ними вкалываю крючок и вяжу столбик без накида. И мы будем так вязать до тех пор, пока не дойдем до соединения витков. Дальше покажу, что мы будем делать. Мы на этом не оборвем с вами ниточку, будем продолжать обвязывать витки и придавать нашей ракушке законченный вид, более четкие контуры и делать витки более пышными. Верхняя часть ракушки теперь у меня выглядит вот так, после того, как я обработала весь край свободный и связала вот эту петлю. Но теперь нам нужно обработать соединение витков между собой. У меня как раз сейчас крючок находится вот здесь, в последней петле, которая была касалась свободного края. Дальше нам нужно будет продолжать вкалывать крючок в те же самые отверстия, вот сюда, между парочками рядов, в нижней части витка, в нижнем витке. То есть здесь же тоже есть парочки рядов, только они расположены по-другому. Вот нам нужно вкалывать крючок между парочками нижнего витка, иначе внешний вид немножко поменяется и не будет так ровно выглядеть. Так вот, мы вкалываем крючок между рядами, вытаскиваем нитку рабочую, которую нужно будет предварительно убрать внутрь ракушки, и провязываем соединительную петлю. Затем снова вкалываем крючок между парочками и провязываем соединительную петлю. Здесь не старайтесь вязать слабо. Лучше пусть эти соединительные петли будут натянуты и связаны туго. Но при этом следите за тем, чтобы они были одинакового размера, потому что эти петли будет хорошо очень видно после того, как вы закончите такую обвязку стыков. Эти петельки будут очень хорошо просматриваться, ну и, соответственно, будет зависеть внешний вид всей работы от того, насколько аккуратно они связаны. И я продолжаю просто по спирали обвязывать стыки этих витков. Не пугайтесь, что у вас сейчас ракушка может сминаться, она после того, как вы обвяжете все витки, будет хорошо принимать форму, и к тому же форму ракушки можно будет подправить с помощью утюга.
Продолжаем вязать по спирали, пока не дойдем до колпачка. После того, как я дошла до нашего колпачка, я провязала последнюю соединительную петлю, обрезала нитку внутри ракушки, вытягиваю теперь эту нитку наружу, прокалываю с обратной стороны крючком нашу ракушку и теперь затягиваю этот хвостик внутрь ракушки, и внутри ракушки нам его предстоит спрятать. На этом обработка ракушки будет закончена. Единственное, что бы я вам еще порекомендовала, это отгладить с паром вот этот хлястик, который мы связали. Это придаст аккуратности и законченный вид вашей работе. У меня получилась вот такая ракушка. Длина такой ракушки около 36 сантиметров, самая широкая часть около 18 сантиметров. Я потратила почти 2 мотка полиэфирного шнура. У меня были мотки, напомню, шириной 5 миллиметров, но при этом они были плоские и немножко похожи на шнурочек. Вязала я крючком 6 размера, но можно взять размер крючка поменьше выбрать, но тогда будьте готовы к тому, что у вас ракушка тоже получится поменьше. И обязательно используйте маркер. Полиэфирный шнур на такую ракушку, инструменты для вязания вы можете приобрести на сайте интернет-магазина lentomania.ru. Сейчас вот здесь вот появится ссылка в уголочке видео. Мы отправляем посылки по России, Почтой России, либо также транспортными компаниями СДЭК и Боксбери. Я желаю всем отличного настроения и побольше красивых ракушек интерьерных. Пока!